Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на семейном канале «Делаем вместе своими руками». С вами, как всегда, Андрей и Наталья. Сегодня мы будем шить сумку из джинсовой ткани и готовых джинсовых карманов. В качестве материала для работы будем использовать старые джинсы, бриджи и шорты. В этот раз не все штаны пойдут в дело, так как у нас уже есть небольшая заготовка. В одном из предыдущих видео мы уже сделали вот такую небольшую заготовку из джинсовых лоскутков. Если вам интересно, то ссылку на этот ролик оставлю в описании под видео. К этому блоку я добавил снизу небольшой лоскуток, чтобы потом сделать дно плоским. Так как одна сторона сумки у нас уже есть, сделаем вторую. Для этого нам понадобится кусочек ткани такого же размера, из которого мы сделаем вторую сторону сумки. Из штанины джинсов мы выкроили лоскут ткани. Получилась заготовка 39 см в высоту и 27 в ширину. Мы сразу обработали края заготовки, чтобы ткань не сыпалась. Этот лоскуток мы планируем использовать в качестве основы. При изготовлении сумки мы используем все элементы – заклепки, нашивки, петельки, шлейки. Ну и самое главное, конечно же, карманы. Интересные джинсовые карманы мы специально коллекционируем и складываем отдельно. А если каких-нибудь эдаких карманов не достает, идем в секонд-хенд за идеями и вдохновением. Если в работе применяются джинсовые карманы, обычно используем две технологии. Первая. Разбираем джинсы на детали с помощью обыкновенного распарывателя. Просто по швам. А потом вырезаем из деталей лоскуток с карманом нужной формы и размера, стыкуем его с другими лоскутками и собираем в полотно или блок. Второй способ еще проще. Берем джинсы с замечательными карманами. Так как распороть по швам в данном случае их затруднительно, деталь находит одна на другую, а в некоторых местах швы очень толстые. Не каждая машинка возьмет такие толстые швы. К тому же детали получаются слишком громоздкими, и стыковать их в композицию неудобно, если вообще возможно. Поэтому мы просто отпарываем от джинс карманы. У нас получается вот такой простой и понятный элемент с заводской отстрочкой контрастными нитками. Берем этот карман и пришиваем его куда захотим. В данном случае на заранее подготовленную джинсовую основу. Такую толщину шва возьмет даже обыкновенная простенькая швейная машинка, вроде нашей. Мы крепим карман к основе булавками и пришиваем на швейной машинке, предварительно подобрав нитки по цвету. Карман пришиваем прямой строчкой, прозрачной лапкой для пэтчворка. Я уже неоднократно рассказывал про те простые и недорогие лапки, которыми я пользуюсь. Если кому-нибудь понадобится, ссылку на лапки и материалы, которыми я пользуюсь, оставлю в описании под видео. Пришили карман к основе. Все просто, быстро и надежно. Карман довольно вместительный. Теперь берем вторую заготовку с аппликацией, прикладываем две половинки сумки лицом к лицу и прокладываем строчку по краю заготовки на ширину лапки. Прошиваем с трех сторон, оставляем не зашитой только верхнюю часть будущей сумки. Прошили заготовку с трех сторон. Теперь нужно придать сумке объем. Сделаем ее немножечко пошире. Для этого нам нужно развернуть заготовку и прошить уголки. Прокладываем строчки в 3 см от края уголков. Прошили уголки, теперь обрезаем их ножницами и обрабатываем края, чтобы ткань не распушилась. Обрезали уголки и надежно обработали края. Выворачиваем сумку на лицевую сторону. Сумка получила дополнительный объем, и теперь у нее плоское устойчивое дно.
Теперь сделаем ей ручки. Для того, чтобы сделать ручки, вырезаем из джинсовой ткани две полоски длиной 64 см и шириной 8. Технология очень простая. Складываем ткань пополам, лицевой стороной вовнутрь и проутюживаем горячим утюгом. А потом прокладываем по краю строчку на ширину лапки, а потом обрабатываем края. В конце строчки зашиваем один край ручки. Прошили и обработали края будущих ручек простым зигзагом. Теперь необходимо их вывернуть. Берем ручку со стороны, где зашивали край, и проталкиваем палочкой или карандашом зашитый конец в середину ручки. А потом расправляем ткань. Вывернули ручки, распарываем зашитый конец. Проутюжим джинсовые ручки и зафиксируем результат. Прошиваем прямой строчкой, чтобы ручка не скручивалась. Проутюжили и прошили обе ручки. Теперь необходимо пришить ручки к сумке. Выворачиваем будущую сумку наизнанку. Одновременно с ручками будем пришивать два лоскутка, к которым в итоге крепятся замки. В этот раз хочу попробовать пришить замок новым для себя способом. Может быть, получится проще и быстрее. Берем два лоскутка с заранее обработанными краями. Лоскутки у нас в размер сумки, плюс припуск на швы, шириною 6 см. Подгибаем припуск на швы на самой сумке. Примеряем ручки и закалываем их булавками. Потом подгибаем припуск на швы на лоскутке и тоже фиксируем его с помощью булавок. Чтобы удобнее было шить, вначале проутюжим всю эту конструкцию, а потом проложим строчку по краю изделия. Мы пришили ручки и планку. Пришили мы их с обеих сторон сумки. Дополнительно надежно зафиксировали ручки небольшими швами. Теперь вначале сделаем подкладку, а потом сразу пришьем замок вместе с подкладкой к планке. Подкладку выкроем из пестрой, довольно плотной ткани. Вырежем два лоскутка по размеру сумки. Длина лоскутка с учетом припуска на швы получается 33 см, а ширина 28 см. Вырезаем два лоскутка 33 на 28. Вырезали два лоскутка для подкладки. На одну сторону хочу пришить карман. Карман сделаем из более темной по отношению к подкладке ткани, чтобы его было лучше видно внутри сумки. Карман сделаем из джинсовой ткани. Так он лучше будет держать форму. Карман крепим булавками и пришиваем к подкладке. Пришили карман к половине подкладки. Теперь собираем все элементы в одно целое. Заглаживаем края подкладки и пришиваем к половинке молнии, а потом к сумке. Буду пришивать детали к молнии по очереди. Так будет немного дольше, но зато аккуратнее. Пришили подкладку к половинкам молнии. Выворачиваем наизнанку и прошиваем сумку изнутри по краю на ширину лапки. Оставляем лишь небольшое отверстие посередине, чтобы потом через него вывернуть сумку на лицевую сторону. Ну вот, мы прошили подкладку, обрезали и зашили уголки, чтобы подкладка соответствовала сумке. Теперь через отверстие, которое мы оставили в подкладке, вывернем сумку. На самом деле можно было оставить отверстие побольше, так как все равно будем зашивать дно подкладки на швейной машинке. Мы вывернули сумку. Теперь осталось лишь аккуратно зашить отверстие, и сумка готова.
Зашили дно, осталось отпарить сумку и убрать подкладку внутрь. Вот что у нас получилось. Небольшая, но аккуратная и вполне симпатичная сумка. Мои девочки просили сшить компактную сумочку. Надеюсь, она им понравится. Честно говоря, способ крепления замка оказался, вопреки ожиданиям, не быстрым и не самым удобным. Наша машинка не везде берет толстые складки ткани, но в целом способ довольно пригодный. А на этом на сегодня у нас все. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь и пишите нам. Мы читаем все ваши комментарии. Всего вам доброго. До свидания.